Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда. Сегодня приглашаю связать летнее платье в морском стиле. Вяжется оно полностью на круговых спицах, в принципе можно и на прямых, так как сзади мы будем сшивать. Как видите, шва абсолютно не видно. Также я не стала использовать обычные пуговицы, а сделала пуговички-заклепки. Вязала я его из пряжи детская новинка от Пихорки. Здесь в 50 граммах 200 метров. Спицы я использовала круговые 2,25. И также я использовала крючок для того, чтобы закрывать петли, ну и прятать ниточки, то есть кончики. Понадобится иголочка, ножницы, ну и какие-то пуговицы. Ну и, конечно, если вам нравится такое платье, приглашаю его связать вместе со мной. А для начала наберите на спицы привычным для вас способом 48 петель. Итак, после того, как мы набрали на спицы 48 петель, давайте теперь 2 ряда провяжем лицевыми петлями. Все 2 ряда лицевыми петлями. Два ряда лицевыми петлями я провязала. Теперь приступаем к вязанию реглана. Итак, первый ряд реглана. Кромочную снимаем. 3 лицевых. У нас будут петли планки. Это в начале 3 петли и в конце 3 петли, не считая кромочных. Они в любых рядах будут вязаться лицевыми. Далее 3 петли лицевых спинки. 2, 3. Дальше у нас идет петля реглана. Делаем перед ней накид, лицевая, накид. Дальше 8 лицевых рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять накид, петля реглана, накид. Далее вяжем 14 петель переда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. И опять накид, петля реглана, накид, 8 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять накид, петля реглана, накид, 3 лицевых петли спинки, далее 3 лицевых планки. 1, 2, 3. И кромочная, изнаночная. Переворачиваем на изнаночный ряд. Вяжем 3 петли планки, то есть лицевые. 1, 2, 3. Все остальные петли вяжем изнаночными. Петли накида, которые возле реглана, я провязываю, как они лежат, то есть не скручиваю. У меня будут дырочки. Итак, довяжите этот ряд до конца изнаночными петлями. В конце 3 петли планки лицевыми петлями. Третий ряд реглана, и в нем мы будем делать прибавки на рукавах. Вяжем сначала 3 лицевых планки. 1, 2, 3. Затем 4 петли спинки. 1, 2, 3, 4. Чтобы не ставить маркеры и не запоминать, вот наш накид предыдущего ряда, эту петлю мы провязываем, и здесь вот петля реглана, перед ней делаем накид, петля реглана, накид. Далее с каждой петли нам нужно вывязать по 2. Сначала вяжем за заднюю стенку петли, затем за переднюю. И так каждую петлю рукава. 2, 3, 4,
7, 8, 9 и 10. Далее вяжем накид, петля реглана, накид и уже вяжем 16 петель спинок переда. Спинок, петель переда. Здесь можно даже не считать. Сейчас дойдем до петли реглана и будет видно. Вот накид в предыдущем ряду, который мы вязали. Эту петлю провязываем. Вот петля реглана, накид, петля реглана, накид. И здесь также вывязываем из каждой петли по 2 петельки. Так, довязали рукава, делаем накид, петля реглана, накид и довязываем этот ряд лицевыми петлями и в конце изнаночная кромочная. Да, так как у меня не будет дырочек под пуговичек, у меня будут пуговицы заклепки, которые. Если вы все-таки будете делать дырочки, то есть у вас будут пуговички, свяжите следующим образом: одну лицевую, сделайте накид, 2 вместе лицевой и кромочная изнаночная, либо сразу 2 вместе лицевой, накид и кромочная изнаночная. Тут зависит, насколько хотите, чтобы подальше от края была дырочка. Итак, изнаночный ряд вяжем как второй ряд реглана, то есть первые 3 петли и последние 3 петли лицевые, а остальные все петли изнаночные. Четвертый ряд изнаночный реглана у меня связан. Теперь давайте свяжем самостоятельно еще 10 рядов реглана, 5 из которых будут с прибавками. На рукавах мы прибавки больше не делаем, то есть вяжем, как говорится, по старой схеме. Прибавки делаем только вокруг петель реглана. Итак, давайте свяжем еще 10 рядов, напомню, 5 из которых будут с прибавками, и встретимся с вами в 15 ряду. То есть сама кокетка реглан состоит из 14 рядов. Я провязала еще 10 рядов. Приступаем к 15 ряду. Вяжем до линии реглана. Это лицевой ряд, здесь все петли лицевые. Так. Вот петля реглана, делаем накид, провязываем петлю, делаем накид, и теперь нам необходимо на рукавах сделать убавки. То есть все петли вяжем 2 вместе лицевой. Так. И последняя убавка. Все. Убавки на рукавах сделали. Дальше у нас идет петля реглана. Делаем накид, провязываем петлю, накид и вяжем петли переда. Провяжите петли переда, затем также здесь перед регланом сделайте накид, петля реглана, накид, и также сделайте убавки на рукавах и довяжите этот ряд до конца.
Изнаночный ряд вяжем как обычно. Первые 3 лицевых, все изнаночные, и последние 3 лицевых. Итак, 17 ряд. Будем формировать рукава. Я для этого уже приготовила бросовую нить и иголочку. Итак, вяжем до петель рукава. Так. Петлю реглана забираем на спинку, то есть провязываем ее. И теперь вот эти петли рукава также до петель, до петли реглана снимаем на бросовую нить. Просто переснимаем их. Так, петли сняла, ниточку закрепила. Теперь давайте сделаем 5 петель подреза. 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем вязать. Вяжем петли переда, затем также снимаем на бросовую нить петли рукава. При этом петли реглана нужно оставить на спинке и на петлях переда. Изнаночный ряд вяжите как обычно, но петли подреза обязательно вяжите скрещенными, чтобы не было дырочек в тех местах. Довяжите петли переда, регланную петлю мы забираем сюда, в петли переда, петли рукава снимаем и довязываем ряд до конца. Изнаночный ряд вяжем как обычно, петли подреза вяжем скрещенными петлями. Итак, вот что у нас получается на данном этапе. Теперь давайте провяжем 4 ряда лицевой гладью, то есть лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И я к вам вернусь. Провяжите 4 ряда лицевой гладью. Итак, я 4 ряда провязала. Также я последнюю кромочную петлю провязала синим цветом. И теперь этой нитью давайте свяжем 4 ряда платочной вязкой. То есть все петли во всех рядах будем вязать лицевыми. Итак, давайте провяжем 4 ряда платочной вязкой. Все 4 ряда лицевыми петлями. Итак, я провязала 4 ряда платочной вязкой. Синюю ниточку я отрезала, она нам пока больше не нужна. И ввела уже белый цвет. Теперь необходимо закрыть нам петли планки. Кромочную снимаем. Так, вяжем лицевую. Закрываем петлю. 1, 2, 3 и 4. Все. Теперь у нас вот это будет петля всегда кромочная. Дальше вяжем ряд до конца лицевыми петлями. В конце провяжем также петли планки, то есть все петли лицевые. Изнаночный ряд вяжем следующим образом. Сначала так, у нас же сейчас закрыто будет. Довязываем этот ряд, потом разворачиваемся и вяжем все петли изнаночные. Немножко запуталась сама. В общем, довязывайте этот ряд лицевыми петлями и затем ряд все петли изнаночные. Больше петель планок у нас не будет. Итак, изнаночный ряд я довязала. Теперь будем вязать узор. Он очень простой, легенький. Кромочную снимаем. Вяжем 3 лицевых. 1, 2, 3.
делаем накид и вяжем изнаночную. Все, это один раппорт. И опять 3 лицевых, накид, 1 изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Раз, два, три, накид, 1 изнаночная. Довяжите так до конца ряда. Итак, изнаночный ряд вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Первая у нас идет лицевая. Провязываем лицевой. Остальные петли вяжем изнаночными. То есть накиды мы вяжем как лежит. Нам нужна дырочка. Дальше идет 3 изнаночных. Дальше идет лицевая. Вяжем лицевую и опять. Получается 4 изнаночных. 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая. Так вяжем до конца ряда. Итак, третий ряд. Все очень просто. Кромочную снимаем. Теперь вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и вяжем изнаночную. То есть у нас рисунок теперь потихоньку смещается. В следующем, допустим, ряду после изнаночного будет уже 5 лицевых, накид, изнаночная. И так дальше. Сколько я провяжу вниз, я еще пока не знаю. Я как провяжу, вернусь, скажу и продолжим вязать. То есть давайте я вам сейчас еще раз напомню. Этот ряд мы вяжем 4 лицевых, накид, изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. А следующий лицевой ряд уже будет 5 лицевых, накид, изнаночный. То есть через ряд будет увеличиваться количество петель за счет накидов. Я свяжу сейчас определенное количество рядов и вернусь к вам. Итак, начиная с первого ряда узора, в общей сложности я провязала 20 рядов. Далее свяжем 8 рядов следующим образом. 2 ряда мы свяжем нитью красного цвета, затем 2 ряда нитью белого цвета, далее 2 ряда с синим цветом и опять 2 ряда белым, то есть чередуем. При смене нити белую нить не обрезайте, иначе придется потом очень много прятать кончиков. В общем, давайте свяжем этих 8 рядов самостоятельно. Я еще раз повторю. Сейчас мы вяжем белым 2 ряда, красным, затем белым 2 ряда, потом синим 2 ряда и снова белым. И мы с вами встретимся. Итак, я закончила вязать низ платья. Я не стала снимать, как я здесь вязала. Я вам сейчас просто расскажу. После того, как я провязала 8 рядов, белую нить я отрезала, оставив кончик длиннее, чтобы нам здесь потом сшить платье. Затем присоединила нить синего цвета. 1 ряд я провязала узором, а начиная с изнаночного 3 ряда провязала платочной вязкой, то есть лицевыми петлями. Ну и затем закрыла. И вот в итоге что у меня получилось. Синий кончик нити я тоже немножко оставила, чтобы соединить вот эту вот синюю часть. Так, сейчас давайте свяжем рукава, поднимем петли на спицу и провяжем 4 ряда платочной вязкой, то есть все ряды лицевыми петлями. Когда присоедините нить, здесь оставьте кончик небольшой нити, нам нужно будет пришить. И когда закончите вязать, тоже оставьте кончик, чтобы пришить и с этой стороны. Я сейчас его свяжу. Вернусь к вам, и мы сделаем вот такую обвязку. Итак, я связала рукав. Вот, я здесь оставила нить подлиннее и здесь. Теперь беру крючок и, начиная отсюда, присоединяю нить. То есть вот прям над вот этими петлями. Присоединяю нить синего цвета и с помощью соединительных столбиков сделаю обвязку.
Вот так в каждую петельку. Вяжу соединительные столбики. Я думаю, здесь все понятно. Справитесь самостоятельно. Давайте обвяжем соединительными столбиками весь рукав. Итак, обвязку я закончила. Вывернула платье наизнанку, вставила нить в иголку, и теперь вот так вот нужно пришить рукав. Пришивать я буду не за петли, вот эти верхние, которые вот здесь вот так видно, а вот за нижние. То есть оно вот так у нас должно быть. И вот прям вот за эти петельки, ниже на один ряд, я буду обычными петлями сшивать. Со вторым рукавом, естественно, поступите точно так же. И вот так вот оно здесь выглядит с лицевой стороны. Рукава у нас готовы. Я все пришила, ниточки убрала. Теперь давайте приступим к сшиванию платья. Сшивать я буду закромочные петли. Сначала немножко вот этот отрезок синим цветом, и затем перейду на белую ниточку. Так, мы будем сшивать закромочные петли. Когда дойдем до вот этого момента, до планок, прошьем здесь и чуть-чуть вот за эти белые ниточки стежками как-то пришьем вот так. И оно у нас будет смотреться вот. То есть нам нужно прошить вот так и немножко сюда. Так, я вставила нить в иголку. Здесь вставляю нить. И теперь вот за эти перемычки, вот они, которые идут между кромочными, вот они. Оттуда, откуда начинала, ввожу иголку. Теперь перехожу сюда, откуда выходит нить, за перемычки, и потихоньку сшиваю. Теперь на эту сторону, откуда выходит нить, и также за кромочную сшиваю. То есть зигзагом получается. Ну, в принципе, может любой сшить, как ему удобно. Поэтому я не буду снимать этот процесс. Сшейте платье самостоятельно, закромочные петли. Может, кто-то будет вообще крючком сшивать. Главное, сделайте это закромочной, чтобы вот этот рисунок не сбился, не потерялся. Все, сошьем наше платье. Ну что же, мое платье готово. Я его сшила, ниточки все спрятала. Мне осталось пришить пуговички. У меня будут вот такие заклепки. Пришью их всего 2 штуки. Также я его постираю и отглажу. Когда я его буду проглаживать, я постараюсь складки прикладывать вот так и отглаживать их, чтобы они вот прям вот так лежали. Не знаю, получится или нет, но в любом случае попробуем, потом увидим результат итоговый. Еще хочу связать накидку на плечи. Такая у моряков она. Я не знаю, как она правильно называется. Ну, что-то типа пионерского галстука. Кто, если знает, напишите в комментарии, просветите меня. Ну, в общем-то, на сегодня и все. Всем спасибо, что вязали вместе со мной. Всем хорошего настроения и до новых встреч!